Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Красота форм и движений, сочетание женственности и архитектурной точности – это все о коллекции весна-лето 2025 британского бренда Victoria Beckham. Презентация состоялась в рамках недели моды в Париже. Это было одно из самых грандиозных шоу под звездами и с присутствием звезд. Модное действо организовали в самом сердце Булонского леса, в прекрасном саду у стен исторического замка. Гости расположились под огромным прозрачным шатром, а модели спускались на подиум по центральной лестнице Шато де Богатель, вдоль которой зажгли несколько десятков свечей, что создавало в фэшн-пространстве волшебную романтическую атмосферу. Когда-то, в конце 90-х, здесь проходил один из величайших показов кутюр Джона Гальяно для Dior, а теперь модная публика, затаив дыхание, встречает новый шедевр в исполнении талантливого дизайнера и основательницы собственного одноименного дома Виктории Бекхэм. Вечер выдался довольно прохладным, что неудивительно для конца сентября. Многие зрители кутались в зелено-бежевые одеяла, любезно предоставленные хозяйкой модного бала, и не спешили покинуть площадку после завершения шоу. Ведь по поводу презентации нового аромата публику ожидала вечеринка, где подавали шампанское и пряную маргариту. Но давайте, друзья, все же вернемся непосредственно к самой коллекции, наполненной чувственностью и сложным кроем. В этом сезоне Виктория продолжает исследовать гардероб, наблюдая за физической связью между одеждой и телом. В центре сюжета – искусство одеваться, которое как раз начинается именно с процесса одевания. Такого своеобразного, знакомого каждой женщине ритуала, независимо от ее стиля и предпочтений. Приспущенные на бедра брюки, часто не застегнутые в поясе, разрез на штанине, словно наспех завязанный в узел топ, распахнутая кожаная куртка, прихваченная на пару пуговиц рубашка с подвернутыми манжетами на рукавах. Мы будто попали в зазеркалье, волшебное закулисье по ту сторону сцены, где девушки только одеваются, готовясь к выходу на подиум. Одними из самых интересных и стильных находок дизайнера я назову решение обработать ткань эпоксидной смолой. В результате она смотрится нежной, тонкой и хрупкой, с легким эффектом прозрачности. Складки одежды словно застыли в воздухе, скульптурные силуэты напомнили о величественных статуях времен античности. А в голове так и вертится фраза «Остановись мгновение, ты прекрасна». Драпировки, сложные вырезы, асимметричный крой, сочетание жесткой формы и летящих фактур создают иллюзию некой невесомости, как будто одежда обнимает тело, а не диктует ему форму. Под стать таким нарядом прозрачная обувь из пластика или сетки. В целом коллекцию можно условно разбить на две части, где в первой внимание сосредоточено, как было сказано выше, на искусстве одеваться, а во второй складывается впечатление, что одежда все еще находится на этапе производства. Вот уже четко виден итоговый результат, но пока это только финальная примерка. Ткань имеет явные заломы, неразглаженные складки, еще местами присутствует наметка. У некоторых жакетов один рукав, многие детали лишь слегка прихвачены по швам. Кое-где виднеется бирка, которая должна быть с изнаночной стороны, а шелковистая ткань платья в макси как будто прямо на девушках-моделях наспех собрана и сколота портновскими булавками. Еще один необычный момент – прозрачные наряды, форма которым, как в бельевой одежде, диктуют в меру жесткий, похожий на проволочный каркас, специальные вставки-косточки. А вот из не самых, на мой взгляд, удачных решений я, пожалуй, отмечу заключительный выход модели в вечернем наряде с отделочной полосой из сверкающих ярко-синих пайеток. Куда больше мне понравилось зеленое платье, в котором блеснула на подиуме Джиджи Хадид, и которое, к слову, поступило в продажу сразу после показа. Что сказать по итогу, друзья? С каждым новым сезоном Виктория Бекхэм все больше оттачивает свое мастерство. Каждый из модных образов весенне-летней коллекции – это про женственность, красоту, современный шик и сдержанную роскошь. Представленный дизайнером гардероб критики назвали глотком свежего воздуха после засилья оверсайз, тренда на маскулинность и унисекс. Свой успех дизайнер объясняет очень просто. Все дело в силуэте и моей одержимости силуэтом. А какое мнение о новой коллекции сложилось у вас, мои дорогие подписчики и гости канала? С большим интересом жду обсуждения в комментариях к видео. Огромнейшее спасибо, друзья, за поставленный лайк. Всем совершенства и красоты, нескучного позитивного дня и солнечного настроения!
Пока!